Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй. Ха-ха. Почему же не потешить прибауткой? Эх, старина, старина, что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно и годы, и месяцы не делалось на свете. А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, то тогда и рукой махни, чтобы мне поперхнулось за акафистом великомученицы Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе. Нет, мне пуще всего наши девчата и молодицы. Покажись им только на глаза. Фома Григорьевич, Фома Григорьевич, а ну-те я кому-нибудь страховину казачки, а ну-те, та-ра-та-та-та-та-та, и пойдут, и пойдут. Рассказать-то, конечно, не жаль. Да загляните, что делается с ними в постели. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головой влезть в тулуп свой. Царапни горшком, крыса. Сама как-нибудь задень ногою кочергу, и, боже упаси, душа в пятках, а на другой день ничего не бывало. Навязываются сызнова: расскажи ей страшную сказку. Да и только. Ну что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум, да расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в дурня. Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте с толку, а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время казаков. Знал и твердо он то и словотитлу поставить в праздник. А хватает апостола, бывало так, что теперь и попович иной спрячется. Но сами знаете, что в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять. В одну горсть можно будет было всех уложить. Стало быть, и девиться нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс. Один раз задумалось вельможному гетману послать зачем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь, вот нелегкое его возьми, и прозвища не помню. Вескряк, не Вескряк, Мотузочка, не Мотузочка, Голопуцик, не Голопуцик. Знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище. Позвал к себе деда и сказал ему, что вот наряжает его сам гетман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться. Грамоту зашил в шапку, вывел коня, чмокнул жену и двух своих, как он называл, поросенков, из которых один был родной отец, хоть бы и нашего брата, и поднял такую за собой пыль, как будто 15 хлопцев задумали посреди улицы играть в кашу. На другой день еще петух не кричал в 4-й раз, дед уже был в Конотопе. На ту пору была там ярмарка.
Народу высыпало по улицам столько, что в глазах рябело. Но так как было рано, что все еще дремало, протянувшись на земле возле коровы, лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом. Подале храпела, сидя, перекупка с кремнями, синькою, дробью и бубликами. Под телегою лежал цыган на вазу с рыбою, чумак. На самой дороге раскинул ноги бородач-москаль с поясами и рукавицами. Ну, всякого сброду, как водится по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ядках начало помалу шевелиться. Жидовки стали побряковать фляжками, дым покатился то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду вспало на ум, что у него нет ни огнева, ни табаку наготове. Ну, вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти 20 шагов, навстречу запорожец. Гуляка! И по лицу видно. Красные, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, прибоку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты. Запорожец, да и только. Эх, народец, встанет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и пустится. Да ведь как пустится-то, а? Ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках. Что вихрь! Дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершийся в боки, несется в присядку, зальется песней. Душа гуляет. Нет, прошло времечко. Не увидать больше запорожцев. Да так встретились. Слово за слово. Долго ли до знакомства? Пошли калякать. Калякать так, что дед совсем уже позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только, видно, наконец прискучило пить горшки и швырять в народ деньгами. Да и ярмарке не век же стоять. Вот сговорились новые приятели, чтобы не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых. Где-где горели вместо него красноватые полосы. По полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой, приплевшийся с ним гуляка, подумали уже, не бес ли засел в него? Откуда что набиралось? Истории и присказки, такие дикованные, что дед несколько раз схватался за бока и чуть не насадил своего живота со смеху. Но в поле остановились. Чем далее, тем сумрачнее. И вместе с тем становилась несвязная и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе. Ге-ге, земляк, да ты не на шутку принялся считать сов.
уже думаешь, как бы домой на печь? Перед вами нечего таиться, сказал он, вдруг обратившись и неподвижно уставив на них глаза свои. Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому? Экая невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистым, то-то и нужно гулять, как говорится, на прах. Хлопцы, хлопцы, гулял бы, да в ночь эту срок молодцу. Братцы, сказал он, хлопнув по рукам им, не выдайте, не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы. Почему же не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец собственной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души. Казаки наши ехали бы, может, и далее, если б не волокло всего неба ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мрак. Огонек, казалось, снесся навстречу, и перед казаками показался шинок, повалившийся в одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те пору шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, привлечь даже негде было, когда в голову заберется хмель, и ноги начнут писать покой. Двор был уставлен весь чумацкими вазами. Под поветками, в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты. Шинкарь один перед каганцем нарезывал рубцами на палочки. Сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы. Дед, спросивши треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки уже спят мертвецким сном. Разбудивши приставшего к ним третьего казака, дед напомнил ему про данное товарищу обещание. Тот привстал, протер глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, осмотрел он вазы все, проведал коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Все было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего ваза что-то серое выказывает роги. Тут глаза его начали смыкаться так, что принужден был он ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшейся водкой. Но как скоро немного прояснились они, все пропало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под ваза чудище. Дед вытаращил глаза сколько мог, но проклятая дремота все туманила перед ним, руки его окостенели, голова скатилась, и крепкий сон схватил его так,
что он повалился, словно убитый. Долго спал дед. И как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что вазов стояло уже не так много, как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до свету к своим. Казак спит, а запорожца нет. Вы спрашивать? Никто знать не знает. Одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней, ни своего, ни запорожского. Что бы это значило, а? Положим, запорожца взяла нечистая сила. Кто ж коней, а? Сообразя все, дед заключил, что верно черт приходил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал казацкого слова. Ну, думает, нечего делать. Пойду пешком. Авось попадется по дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки. Как-нибудь уже куплю коня. Только хватился за шапку, и шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, как вчера еще поменялись они во время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому? Вот тебе и гетманский гонец, вот тебе и привез грамоту к царице. Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь. А затылка сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума. Собрал всех его бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батагами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещенном свете, чтобы гетманскую грамоту утащил черт. Другие же прибавили, что когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай, так и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то верно, зашиб много умом. Только шинкарь не так был щедр на слова. И если бы дед не полез в карман за 5 золотыми, то простоял бы перед ним даром. «Я научу тебя, как найти грамоту», — сказал он, отводя его в сторону. У деда на сердце отлегло. «Я вижу уже по глазам, что ты казак, не баба. Смотри же, близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтоб
ты уже был наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стука по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук. А будет перед тобой малая дорожка мимо обожженного дерева. Дорожку эту иди. Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу. Ты все иди, а как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь, кого нужно. Да не забудь набрать в карманы того, для чего карманы сделаны. Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят. Сказавши это, шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова. Покойный дед был человеком не то чтоб из трусливого десятка. Бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост. Пройдет с кулаками промеж казаков, все как груши повалятся на землю. Однако ж что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале. Только слышно было, что далеко-далеко вверху над головою холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Так вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг, словно 100 молотов, застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове, и будто зорницею ослепило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелкого кустарника. Вот и обожженное дерево, и кусты терновника. Так, все так, как было ему говорено. Нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты. Еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались. Почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на просторное место. И сколько мог заметить, деревья редели и становились, чем далее такие широкие, каких дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка. Черная, словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонек. И, кажется, вот-вот готовится погаснуть. И снова отсвечивается в реке, вздрагивавший, как польский шляхтич в казачьих лапах. Вот и мостик. Ну, тут одна только чертовская таратайка разве пройдет? Дед, однако ж, ступил смело.
И скорее, чем бы иной успел достать рожок, понюхать табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди, и такие смазливые рожи, что в другое время Бог знает бы, чего не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь нечего делать. Нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон, мало не в пояс. «Помогай Бог вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой. Сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи ни один не глянул на него. Уже добродейство, будьте ласковы, как бы так, чтоб примерно сказать того. Дед сживал на свете немало, знал уже, как подпускать турусы, и при случае, пожалуй, и перед царем не ударил бы лицом в грязь, чтобы примерно сказать и себя не забыть, да и вас не обидеть. Люлька-то у меня есть, до того, чтобы зажечь ее, черт ма. И на эту речь хоть бы слово. Только одна рожа сунула горячую головну прямехонько деду в лоб, так что если бы он немного не посторонился, то остаться, может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился, будет ли слушать нечистое племя или нет, рассказать дело. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался, забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и как уже он и сам рассказать не умел, попал он чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» – ахнул дед, разглядевших хорошенько. «Что за чудища? Рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, что случается иногда на Рождество выпадет снегу, разряженные, размазанные, словно паночки на ярмарке. И все, сколько не было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака. Пыль подняли, боже упаси, какую дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как свысоко скакивало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда он увидел, как черти с собачьими мордами на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек, а музыканты тузили себе в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как валторны. Только завидели деда и туркнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед. Такая мерзость напала. Наконец схватили его и посадили за стол. Длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. Ну,
Это еще не совсем худо, подумал дед, завидевши на столе свинину, колбасы, крашеный с капустой лук и много всяких сластей. Видно, дьявольская сволочь не держит постов. Дед таки, не мешает вам знать, не упускал при случае перехватить того-сего на зубы. Едал покойник аппетитно, и потому, не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и глядь, и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего, схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил. Только опять не в свое горло. В третий раз снова мимо. Взбеленился дед, позабыл и страх, и в чьих лапах находится он. Прискочил к ведьмам. «Что вы, иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите сейчас же моей казацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных рыл ваших на затылок!» Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы, и поднялся такой смех, что у деда на душе захолонуло. «Ладно, провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми потому, что личина у нее была чуть ли не красивее всех. «Шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами 3 раза в дурня. Что прикажешь делать? Казаку сесть с бабами в дурня?» Дед отпираться. Наконец сел. Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповны гадают про своих женихов. «Слушай же!» – залаяла ведьма в другой раз. «Если хоть раз выиграешь, твоя шапка. Когда все 3 раза останешься дурнем, то не прогневайся, не только шапки, может, и света более не увидишь. Сдавай, хрычевка, что будет, то будет». Вот и карты розданы. Взял дед в свои руки. Смотреть не хочется. Такая дрянь. Хоть бы на смех один козырь. Из масти 10 самая старшая. Пар даже нет. А ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем. Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды. «Дурень, дурень, дурень! Чтобы вы
попались, дьявольское племя!» – закричал дед, затыкая пальцами себе уши. Ну, думает, ведьма подтасовала. Теперь я сам буду сдавать. Сдал. Засветил козыря, поглядел на карты. Масть хоть куда. Козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучше. Только ведьма, пятерик с королями. У деда на руках одни козыри. Не думая, не гадая долго, хвать королей по усам всех козырями. Ге-ге! Да это не по-казацки. А чем ты кроешь, земляк? Как чем? Козырями. Может быть, по-вашему, это и козыри, только по-нашему нет. Глядь, в самом деле простая масть. Что за дьявольщина? Пришлось в другой раз быть дурнем, и чертанье пошло снова драть горло. Дурень, дурень, дурень. Так что стол задрожал, и карты прыгали по столу. Дед разгорячился, сдал в последний раз. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик. Дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей. «Козырь!» – скричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом. Та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркую масти. «А чем ты, старый дьявол, бьешь?» Ведьма подняла карту. Под нею была простая шестерка. «Вишь, бесовское обморочевание!» – сказал дед, с досады хватил кулаком, что силы по столу. К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть. У деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет. Дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уже так, не глядя, простою шестеркую. Ведьма приняла. Вот тебе на. Это что? Верно что-нибудь, да и не так. Вот дед карты потихонечку под стол и перекрестил. Глянь, у него на руках туз, король, валет козырей, а он вместо шестерки спустил кралю. Ну, дурень же был. Король козырей, что приняла? Кошачье отродье. А туза не хочешь? Туз, валет. Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда ни возьмись шапка, бух деду прямехонько в лицо. «Нет, этого мало!» – закричал дед, прихрабрившись и надев шапку. «Если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас». И уже было и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские кости. Вот тебе конь твой. Заплакал бедняга, глядя на них, как дитя неразумное. Жаль,
старого товарища. «Дайте же мне какой-нибудь коня выбраться из гнезда вашего!» Черт хлопнул арапником, конь как огонь взвился под ним, и дед как птица вынесся наверх. Страх, однако ж, напал на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких-то местах он не был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул, как по себе под ноги, и пуще перепугался. Пропасть, крутизна страшная, а сатанинскому животному и нужды нет. Прямо через нее дед держаться. Не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал, и так схватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что делалось с ним в то время, ничего он не помнил, и как очнулся немного, и как осмотрелся, то уж рассвело совсем. Перед ним мелькнули знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты. Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовщина! Что за пропасть? Какие с человеком чудеса делаются! Глядь на руки, все в крови! Посмотрел в стоящую торчма бочку с водою, и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату. Смотрит, дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря: «Дивись, дивись, мати, мов дурно скаче!» И в самом деле баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках веретено и сонная подпрыгивает на лавке. Дед, взявши за руку потихоньку, разбудил ее. «Здравствуй, жена! Здорова ли ты?» Та долго смотрела, выпучив глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездила по хате, выгоняя вон лопатою горшки и лоханки, и черт знает, что еще такое. «Ну, — говорит дед, — тебе во сне, мне наяву. Нужно, вижу, будет осветить нашу хату. Мне же теперь мешкать нечего». Сказавши это и отдохнувши немного, дед достал коня и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там нагляделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать, как повели его в палаты. Такие высокие, что если бы хат 10 поставить одну на другую, и тогда, может быть, не достало бы. Как заглянул он в одну комнату, нет в другую, нет в третью, еще нет, в четвертой даже нет, да в пятой уже глядь. Сидит сама в золотой короне, в серой навехонькой свитке, в красных сапогах и золотые галушки ест.
как велела ему насыпать целую шапку синицами, как всего и вспомнить нельзя. Об возне своей с чертями дед и думать позабыл. А если случилось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло. И великого стоило труда упросить его пересказать все, как было. И видно уже в наказание, что не спохватился тот час после того осветить хату, бабе ровно через каждый год и именно в то самое время делалось такое диво, что танцуется бывало, да и только. За что не примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься в присядку.